В предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик. Это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике я покажу заключительные работы по крыше. Будет сделана разуклонка, полная гидроизоляция, наплавление финишных рулонных покрытий, установка соляных воронок и аэраторов. Ну а теперь обо всем по порядку. Поехали! Самый простой и надежный способ сделать разуклонку – это сухопрессованная стяжка. Сегодня начинаем делать стяжку. Стяжка будет формировать разуклонку. Предварительно мы с большего разуклонку сделали пенополистиролом. Согласно схемы, которую я начертил в скетчапе. Тут у нас самая высокая часть. Она выше нулевой ответки на 100 миллиметров. То есть 10 сантиметров. Ну и тут вот идет елочкой к воронкам. Соответственно, сейчас ребята запускают насос и уже сухопрессованной стяжкой будут формировать непосредственно разуклонку. В среднем слой будет примерно 5-7 сантиметров. То есть из-за того, что мы сделали разуклонку пенополистиролом, перегруза не будет. Чем хорош сухопресс, что ничего не надо поднимать вручную, все будет подаваться по шлангу. А почему именно сухопрессованная стяжка, а не какой-нибудь, допустим, керамзит? Сухопрессованная стяжка легко формировать наклон. Это самый простой, дешевый и быстрый способ сделать разуклонку. Основание получается крепким, будут сформированы галтели, это скосы такие по углам, и ниши под сливные воронки. Внизу стоит бетон-насос, там мешается песок, цемент и вода, потом по шлангу полусухой раствор подается наверх. Вверху равномерно распределяется по основанию. Даже не представляю, как без бетононасоса все это поднимать руками на крышу. Стяжка будет делаться кусками, поэтому для разделения поставили доску. Первым делом по краям формируется маячковый слой. Ориентируясь на маячковые края, закидывается и затирается основной слой посередине. На крыше работают два человека. Сразу же формируется галтель вдоль парапета. В районе воронок формируются углубления. Один человек принимает раствор и разравнивает его лопатой. Второй человек при помощи правила уже затирает стяжку.
Таким образом делается полоска стяжки на всю длину дома. Готовую полоску сразу же накрываем полиэтиленом. Полиэтилен остался старый с предыдущих этапов работы. Рекомендую полиэтилен, который остается, складывать и не выкидывать. Почему стяжку обязательно нужно накрыть? Цемент затвердевает не просто на воздухе. Для процесса гидратации ему нужна вода, без влаги и реакции между цементом и водой не происходит. Стяжка не набирает прочность. На открытом воздухе на солнце вода быстро испаряется, и поэтому единственное решение остается накрывать стяжку пленкой. Работа с сухопрессованной стяжкой похожа на игру в песочнице, только масштабы побольше. Эта технология мне нравится за ее быстроту и дешевизну. Вокруг труб тоже делаются галтели из полусухого раствора. Внизу на подаче стоит один человек. Он загружает в бетононасос песок, цемент и воду. Сделали полоску на одну сторону дома и перешли на другую сторону. Процесс точно такой же. Друзья, в этом видео не будет рекламной интеграции. Это обращение к постоянным зрителям моего канала, к тем, кому действительно помогли мои видео о ремонте и строительстве. Я верю в силу YouTube и в силу людей, которые здесь собрались. Вместе мы можем помочь человеку. У моих друзей и коллег по работе, Елены и Максима, случилось большое горе. У них сгорел дом. Этот дом они строили своими руками более 10 лет. В огне сгорело все – документы, деньги и все личные вещи. Сейчас им тяжело. Лена прислала мне видео с места пожара. Пожалуйста, посмотрите его. Меня зовут Елена. У меня случилась беда, сгорел мой дом, который вот сзади меня. Простите, я не могу, не умею. Я привыкла все делать сама. Но сейчас просто такая ситуация, когда просто без вашей помощи и поддержки
наверное, вообще не обойтись. Рассказываю, что произошло. Субботним утром 4 октября этого года мы почувствовали, ну, вернее, ничего мы не чувствовали. Соседи кричали, что начался пожар, постучали в нашу дверь, мы выбежали. Я взяла в руки кота и телефон, и все, это все, что осталось, у меня. Выкинула собаку из дома. МЧС уже выдала заключение. Пожар произошел в результате поджога с применением горючей жидкости, по их мнению. Наш дом был таунхаусом на 2 семьи, и пожар начался на стороне соседей. Почти сразу перекинулся на нашу половину. Сейчас по этому делу работает следствие, прокуратура, подключен адвокат с нашей стороны. Поэтому говорить о причинах и делать окончательные выводы, конечно, пока рано. В этом должны разбираться, безусловно, правоохранительные органы. Но есть то, что уже невозможно изменить. Это то, что нашего дома больше нет. И за одну ночь сгорело все. Годы жизни, труда, вещи, воспоминания, часть нашей истории. У меня вот детский альбом полностью потерян, все фотографии. Все, что мы строили, собирали годами, исчезло за несколько часов. И очень тяжело осознавать, что назад эту жизнь уже не вернуть. Сейчас мы просто пытаемся пережить этот период и как-то двигаться дальше. Спасибо всем, кто рядом и поддерживает нас в этой очень тяжелой для нас ситуации. Это действительно важно, очень важно для нашей семьи. Сейчас нам очень нужна ваша помощь, ваша поддержка. Если вы можете мне хоть как-то помочь, пожалуйста, помогите. Даже одно хорошее, доброе дело может позволить нам встать на ноги и начать все сначала. Большое спасибо. Иди сюда, кабачок. Не ходи, там лапка будет болеть. Если у вас есть возможность поддержать, даже небольшая помощь сейчас для них очень важна. Для кого-то это может быть всего лишь стоимость чашки кофе, а для человека, попавшего в беду, это может стать настоящей поддержкой и шагом к новой жизни. Сейчас они живут на съемной квартире и вынуждены начинать все с нуля. А начинать жизнь заново после 40 очень непросто. Поэтому любая помощь, любое участие сейчас имеет огромное значение. В описании к видео будут реквизиты, по которым можно оказать помощь. Заранее спасибо. Во время поиска бригады по сухопрессованной стяжке поинтересуйтесь, работают ли они с разуклонкой. Принцип такой же, как и стяжка в доме, но специфика немножко другая. Весь процесс по сухопрессованной стяжке у бригады занял 1 день. После того, как сделали стяжку, ее накрыли и оставили набирать прочность. С момента заливки прошло уже где-то 5 дней. Сейчас убираем, всю эту пленку, сворачиваем доски. Уже будем давать стяжке высохнуть на солнце. Полиэтилен аккуратно складываем, еще пригодится на следующих этапах работы.
Помимо уборки пленки, еще почистили стяжку, все подмели и убрали весь мусор. И оставили стяжку досыхать на открытом воздухе на солнце. Перед приклейкой унифлекса наносим праймер на основание, на стяжку. Стяжка у нас такая немножко шершавая получилась, потому что ее не затирали вертолетом, чтобы не испортить уклон. И поэтому сцепление с праймером, очень хорошее. После нанесения праймера нужно просверлить отверстие для установки аэраторов. При помощи алмазной коронки просверливаю стяжку до пенополистирола. Сверлить нужно в несколько заходов, так как коронка короткая. После того, как я добрался до пенополистирола, при помощи сантехнической трубы убираю пенополистирол до основания. После этого отверстие засыпаю керамзитом. Сверху временно накрываю кирпичом, просто чтобы отметить, что тут есть отверстие. Делаю еще 4 отверстия в самой высокой точке крыши. Пробил отверстие до пароизоляции. Это где-то примерно 30 сантиметров. Вот столько. Теперь заполняем это отверстие керамзитом. Последнее отверстие. Над этими отверстиями будут установлены аэраторы. Закончили наносить праймер. Следующий этап – это установка парапетных воронок и приклейка первого слоя гидроизоляции. Поднимаем материалы, готовимся к работе. Первый слой нужно приклеить максимально быстро, чтобы не пошел дождь и не залил крышу, а то обратно придется ждать, пока все высохнет. Парапетная воронка Fachmann
с отводом на трубу сотку и с защитой от листьев. Защита всовывается сюда внутрь. Сама воронка. Сначала в нишу вклеивается усиление из унифлекса. Унифлекс вырезается по размеру ниши. Отверстие прорезается таким образом, чтобы получился карман, который будет вклеен внутрь воронки. Затем унифлекс нагревается и приклеивается к основанию. Примеряем воронку уже по месту и прикидываем, как лучше приклеить. Затем нагреваем битумный материал и вклеиваем воронку. После вклейки я дополнительно прикручиваю воронку к основанию саморезами и дюбелями. Готовая воронка. Усиление вклеили, саму воронку вклеили и перекрутили на саморезы. И здесь снизу на дюбелях стяжки. Такая же процедура повторяется на 5 воронках. Все 5 воронок вклеены. Следующий этап – это приклейка усиления поверх воронки. Усиление вырезается с запасом, чтобы по краям осталось примерно 15 см. После приклеивается сверху горелкой.
Затем нагреваются края и шпателем заглаживается, чтобы усилить примыкание материала к основанию. После того, как все усиления вклеены, начинается приклейка первого слоя, так называемый подкладочный слой. Приклейка начинается с крайней полоски. Получается, что воронка накрывается еще одним слоем. Специально смотрели прогноз погоды, чтобы в этот день не было дождя. Затем по порядку наклеиваются остальные полоски. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like pam 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 pam. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 How can I keep this everyday a recess? Hiding my weakness behind my black sheets. Life take a range, yeah, 'cause I'm not in shape, yeah. It's like I'm punch drunk out of this game. Sliding by the beaches, God, I have a secret. Life is playing preachers, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God, I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 Can't do that. No, I can't do. Can't do. Can't do that. No, I can't do that. Can't do that. No, I I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. Can't do that. No, I can't do. После основного слоя обклеиваются бортики и трубы, таким образом, чтобы все листы были нахлест, то есть верхний лист парапета накрывает нижний. Think it's time to call it quits. The kitchen tap is broken, drip
Затем нужно установить аэраторы, найти отверстия, которые мы заранее подготовили. Основание нагревается и сверху приклеивается аэратор. So different from when we started off. Now we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn the sun or high on me, wanted to vibe with me. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn the sun, you were high on me, wanted to vibe. Таким образом вклеиваются все аэраторы. loving you was such a bliss. That is something I will miss. How do you feel for one more kiss? Loving you was such a bliss. I'm not talking anymore, 'cause I'm scared of trying. Сверху на аэратор приклеивается усиление. Потом еще будет дополнительное усиление на финишном слое. Think it's time to Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn the sun or high on me, wanted to vibe. Первый подкладочный слой готов. Теперь крыша герметична, и мы можем не бояться дождя и не привязаны к погоде. Если в процессе приклейки финишного слоя вдруг пойдет дождь, в любой момент можно остановить работу и вернуться к работе тогда, когда перестанет идти дождь и высохнет основание. Следующий, уже финишный слой, это техноэласт, рулонный материал с посыпкой от ультрафиолета. Это самый премиальный материал, который есть на рынке. Наклеивается со сдвигом, то есть перекрывается шов подкладочного материала. Технология приклейки точно такая же, как и у подкладочного материала. Нагреваются сразу две плоскости, нижняя и верхняя, и склеиваются между собой.
Место, где находятся воронки, тоже дополнительно обклеиваются со всех сторон. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? В процессе приклейки финишного слоя все-таки нам не удалось избежать дождя. И поэтому даже пришлось прекратить работу и прийти на следующий день. Ну что, крыша готова? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Осталось только сделать Things that let you down. парапет из жести. But you give me one chance to make you mine. When I close Наверху покрытие техноэласт с посыпкой от ультрафиолета. makes me cry. Воронки Think that you are сделаны таким образом, чтобы были ниже уровня пола. Ну и вот, собственно говоря, аэраторы дополнительно усилены, чтобы на всякий случай чем-нибудь не сбили. Очень здорово помогли вот эти вот технические сливы, которые я делал. Мы их оставляем, потому что через них выходит лишняя влага. Примерная стоимость работы и всех материалов. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.